В глубине северного леса, где старые сосны стояли так густо, что даже летом под ними царил полумрак, жил пожилой лесник по имени Иван Петрович. Он много лет следил за порядком в лесу, знал каждую тропу, каждое дерево и почти всех зверей, которые обитали в его владениях. Мужчина жил один в небольшом деревянном доме на опушке, и его дни проходили спокойно. Утром он обходил участок, проверял следы животных, а вечером сидел у печи и слушал, как ветер шумит среди ветвей. Однажды ранним морозным утром Иван Петрович открыл дверь дома и уже собирался отправиться в лес, как вдруг остановился. Прямо на старом деревянном крыльце лежал маленький комочек, завернутый в сухие листья. Сначала лесник подумал, что это чей-то мусор, принесенный ветром, но потом услышал тихий, едва заметный писк. Он наклонился и увидел крошечного детеныша. Малыш был совсем новорожденным, его глаза еще не открылись, а слабое дыхание почти невозможно было заметить. Иван Петрович растерялся. Он не понимал, откуда он взялся и как оказался у его дома. Вокруг не было ни следов человека, ни следов зверей. Только на снегу виднелась цепочка маленьких отпечатков, которые быстро исчезали в сторону леса. Лесник осторожно поднял детеныша и занес в дом. Он согрел его у печи, приготовил теплое место и начал кормить из маленькой бутылочки. Дни проходили один за другим. Малыш постепенно креп, начал открывать глаза, а потом впервые сделал несколько неуверенных шагов по комнате. Иван Петрович сначала думал, что это обычный котенок. Детеныш действительно был похож на домашнюю кошку, но чем старше он становился, тем больше появлялось странностей. Он был очень осторожным, почти не издавал звуков, любил прятаться в темных углах и часами смотрел в окно, наблюдая за лесом. Его шерсть стала густой и красивой, на мордочке появились необычные узоры, а глаза приобрели внимательный, почти дикий взгляд. Тогда старый лесник понял, что перед ним не простой котенок. Это был детеныш дикого зверя. Иван Петрович начал вспоминать всех животных, которых встречал за долгие годы работы, и вскоре догадался, что маленький гость принадлежал к семейству кошачьих, обитавших в этих местах. Когда детеныш подрос, лесник стал чаще выпускать его на улицу. Сначала зверек далеко не уходил и всегда возвращался к дому. Он исследовал двор, учился лазать по деревьям и осторожно пробирался по снегу среди кустов. Иван Петрович понимал, что однажды его воспитаннику придется вернуться в настоящий лес. Так и случилось. Однажды вечером лесник заметил, что подросший зверь долго смотрит в сторону чащи. Он тихо пошел за ним и увидел удивительную картину. На краю поляны стояла взрослая дикая кошка. Она была настороженной, но не уходила. Маленький зверь замер, а потом медленно направился к ней. Иван Петрович сразу понял все. Перед ним была мать его маленького питомца. Это была мама-кошка Манула. Она пришла за своим детенышем и, наконец, нашла его, спустя долгое время. Старый лесник стоял среди деревьев и улыбался. Он не стал мешать встрече. Он знал, что сделал все, что мог, спас маленькую жизнь и помог зверю вырасти. А теперь настоящий дом ждал его там, где шумели древние леса и где его уже ждала родная мать.